you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые квадбридные внутриканальные наушники от компании Geekvolt стоимостью $55. И приходят они в очень небольшой по габаритам коробке, где нас тут сразу же встречают аккуратно уложенные наушники и амбушюры. Но тут уже были указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в них отвечает 2 динамических драйвера, 2 пьезоэлектрических драйвера костной проводимости, 1 арматурный излучатель и 1 планарный драйвер. В общем, для этой цены комбинация тут получилась прям серьезная. Но чувствительность составляет 107 дБ, и они получили сопротивление 24 Ома. И сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники будут довольно легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. 2 набора силиконовых амбушюр, ну и инструкция по использованию наушников. Эти наушники довольно небольшие, они были выполнены полностью из смолы и имеют крайне необычную форму со вставкой для лицевых панелей и стабилизированного дерева. Ну а здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а на внутренней части здесь имеется единственное отверстие для компенсации, которое хорошо справляется со своей задачей. Ну а звуковод тут имеет длину около 5 мм, диаметр 5 мм, и он был прикрыт защитной сеточкой с узором, а также получил выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. Но несмотря на довольно необычную форму, сидят эти наушники в ушах в целом нормально. Да, пускай не так идеально, как некоторые другие модели, что я протестировал совсем недавно, но в целом посадка у них все же будет умеренно плотная, с нормальной звукоизоляцией, и самое главное, что уши от них не болят. И я могу пользоваться этими наушниками длительное время без каких-либо проблем. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики квадбридных наушников Geekvolt GK12 Ultra. И первое, что мы здесь видим сразу, это явное усиление низких частот на 13 дБ с плавным и вполне грамотно выполненным переходом к области нижней середины. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено четко на уровне моего таргета. Поэтому при прослушивании никакого утомления я не ощутил. А вот высокие частоты тут имеют в целом неплохую продолжительность и плавно сдухают уже после 15 кГц, что является нормальным результатом. Ну, наверное, сейчас, глядя на этот график, у вас уже возникло очень много вопросов. И знаете, друзья, я вас прекрасно понимаю, потому что в сравнении с многими другими наушниками настройка тут будет далеко не самая на первый взгляд очевидная. Но поверьте мне, как и в случае с Geekvolt GK260, на слух эти наушники звучат намного лучше, чем можно вообще себе представить. Поэтому давайте не будем терять время и лучше обсудим, как все это уже ощущается на практике. Ну и начнем с низких частот, которые в этих наушниках получились действительно очень мощными и выразительными. И представьте себе, что здесь буквально сразу вас встречает по-настоящему глубокий и ощутимый саббас, а также крайне массивный, панчевый и пышный мидбас. Причем благодаря использованию 2 драйверов костной проводимости, этот диапазон здесь ощущается не только на слух, но и буквально физически, что добавляет прослушиванию еще больших эмоций. При этом меня приятно удивило, что несмотря на такое реально большое количество баса, он остается в своей подаче достаточно собранным, текстурным и неплохо контролируемым. И в итоге получился такой очень эффектный, насыщенный и по-настоящему басхедный характер, который отлично подходит для современной музыки, электроники, хип-хопа и других жанров, где низкие частоты безусловно играют одну из главных ролей. Ну а средние частоты здесь отлично подойдут уже всем любителям теплого, музыкального и в меру энергичного звучания. Да, каких-то рекордов по разрешению эта середина все же не ставит, однако она получилась на слух достаточно чистой, прозрачной и очень комфортной. Вокал звучит естественно, а инструменты обладают приятным насыщением и хорошей телесностью в нижней середине за счет небольшого захода в нее. Ну а сама подача совершенно не утомляет даже во время длительного прослушивания. А наоборот, в ней есть вот та самая
музыкальность и некоторая притягательная магия, благодаря которой банально хочется включать трек за треком и просто наслаждаться любимой музыкой или альбомами, не обращая внимания на какие-то нюансы в этой ценовой категории. А вот высокие частоты меня здесь прям приятно удивили, потому что, глядя на график, я ожидал совсем другого результата. Но на практике, друзья, они получились довольно чистыми, детальными и достаточно техничными. И на мой взгляд, во многом это будет заслуга уже планарного драйвера, который добавляет звучанию ту самую прозрачность, хорошее количество воздуха и очень достойную проработку мелких нюансов. При этом высокие частоты тут точно не уходят в какую-то излишнюю резкость или навязчивую яркость, а сохраняют вполне комфортный, но самое главное, что не темный характер. И в итоге можно сказать, что тут получилось очень удачное сочетание хорошей детализации, техничности и комфортной подачи, которая приятно удивляет во время прослушивания. А вот звуковая сцена здесь получилась точно не самой широкой, и она будет скорее слегка интимная и немного к вам приближенная, и заметно большим акцентом на глубину, нежели на ширину. Тем не менее, именно такой характер, на мой взгляд, очень хорошо сочетается с общей настройкой этих наушников, поскольку музыка так воспринимается более цельно, насыщенно и эмоционально, а композиции в какой-то степени уже раскрываются очень естественно и увлекательно. Поэтому лично для меня подобная сцена здесь ощущается вполне уместной и хорошо дополняет уже общий характер звучания этих наушников. Ну и в итоге я пришел к тому, что Geekvolt GK12 Ultra это действительно очень любопытные и необычные по своей подаче и в какой-то степени фановые квадбридные наушники, которые в первую очередь понравятся любителям мощного и физически ощутимого баса и теплого музыкального звучания с неплохой техничностью. И если сейчас вы хотите попробовать вот именно что-то такое действительно необычное и получить, возможно, новые эмоции от прослушивания музыки, то я думаю, что эта модель определенно заслуживает вашего внимания. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.